Добрый день, друзья! Отшумели почти все наши государственные праздники. Мы с вами в подарок и на Новый год, и на 8 марта получили много орхидей. Но мы же сами еще продолжаем их покупать. Но как же без новой покупки? И сегодня, да, все угадали, у меня появилась бабочка в коллекции. Причем очень неожиданно. Я не ожидала, что GMP привезет простой абсолютно поставки эту бабочку. И так получилось, что я действительно увидела и купила ее первую. Самое главное, что за 555 рублей купить такую бабочку – это большая редкость. А еще и на горшке название написано. Если я правильно читаю и правильно ставлю ударение, бабочка Пескара. Замечательная бабочка. И появилось после 8 марта очень много уценок. По 150 рублей можно купить орхидею и потом думать, что же с ней дальше делать. И как я вам перед Новым годом говорила, как я не хочу говорить о реанимации в этом году. И, наверное, я все время вам буду рассказывать, что нужно не реанимировать орхидеи, не резать их, не дожидаясь гнилых корней, а все-таки подходить к выращиванию и к адаптированию орхидеи так, чтобы у нас не появлялось никаких реанимашек. И поэтому на примере сегодняшних орхидей я вам еще раз покажу и расскажу. Так коротко, но расскажу. Что же нужно сделать с орхидеей после покупки? Как не допустить реанимации орхидеи, потому что с реанимацией бороться и потом орхидею поливать всем чем угодно, это очень сложно. И новичок, а это видео в основном, конечно, для новичков, новичок может не справиться ни с хорошей орхидеей, ни с уценкой орхидеи. Это нужно просто понимать. И если у новичка что-то не получается, но опыт он все равно будет с вами оставаться, если вы будете делать из этого выводы. И вот знаете все прекрасно, что бабочки очень коварные и капризны, потому что это мутация, это, конечно, гормональные изменения в орхидеях, поэтому с бабочками я поступаю, как, впрочем, и со всеми орхидеями, только так. Убрала от шеи весь грунт, посмотрела, высушила корни, если они влажные были при покупке, и начинаю поливать орхидеи только по краю горшка, жду, что она раскуклит и нарастит корни, и только после этого пересаживаю. Но здесь с бабочкой, с корнями этой бабочки, все в порядке, сама она хорошенькая, шея у нее чудесная, и даже здесь, вот здесь есть раскукленный корешок. Вполне возможно, что он продолжит расти просто сразу. Когда орхидея недельку-две адаптируется у меня, она начнет рост своих корней. А вот эти орхидеи, которые стоят на заднем плане, я вам специально хочу показать, что только одна орхидея из них разобранная. Она там подальше стоит, до нее мы сейчас доберемся. Это орхидея Аба, в которой рос одуванчик. Кстати, ссылочку на это видео я вам обязательно оставлю в правом верхнем углу экрана. И вообще, если появляются какие-то ссылки, это именно рассказ о тех орхидеях, о которых на данный момент я сейчас повторяюсь. Чтобы не рассказывать всю полностью историю, я оставляю ссылки для того, чтобы вы могли посмотреть историю этой орхидеи. И я вам хочу показать несколько орхидей, которые действительно были куплены и до Нового года, и после Нового года, как они себя ведут в горшках, какие есть у них изменения или нет совсем изменений, и что вас может тревожить в каждом горшке, и вы моментально начинаете разбирать орхидею, смотреть ее корни, бояться за какое-то там ее состояние, а когда вы разобрали орхидею, ну, корни обязательно будут, где-то какие-то гнилые, даже внутри, например, внутри торфяного стакана. Вы начинаете их резать, потом орхидея, не приспосабливаясь у вас, начинает терять все остальные корни, орхидея остается без
вообще без корней, и начинаются муки. Как же нарастить ей корни? Начинаются перевороты орхидеи без корней в воду листьями. Я уже рассказывала, что у меня не получается никогда так реанимировать орхидею, потому что устица у орхидеи, они не могут жить постоянно в воде. Ну, как пример простой, она захлебывается в этой воде. Начинаются какие-то теплички. Могу сказать, когда-то, очень-очень давно, вот я через все это просто прошла сама, очень-очень давно, у меня был такой небольшой аквариум, да, там можно поддерживать влажность. И стояли у меня там орхидеи. Вот она что делает? Она в этой тепличке, корни у нее нарастают, а потом, когда ее убираешь из этой теплички, она не может приспособиться вот моментально. И начинают корни сохнуть, начинают корни закукливаться. И по-моему, из 5 орхидей, там, правда, были мини-орхидеи, но даже не важно, какая орхидея, это любая может орхидея так среагировать. Все, опять корни засохли, опять реанимация, опять в аквариум. А в аквариуме, ну, я имею в виду в аквариум, в тепличку, ну, она должна... Орхидея не в аквариуме, не в тепличке, нигде. Она вот как у вас есть какой климат в квартире, вот это она должна сразу приспосабливаться к климату в вашей квартире. Поэтому то, что я рассказываю, говорю, что да, у меня это было давно, я через это уже прохожу 18-20 лет, занимаясь орхидеями. Поэтому я вам говорю, самый простой способ для новичка – это не вынимать орхидею. Дать ей приспособиться к вашим условиям, вырастить корешки. Смотрите, растут уже листики, орхидея еще цветет. Это каскад, это, по-моему, что-то голландская какая-то орхидея. Но бывают же не только там гнилые корни. Гнилые корни, сейчас я вам покажу, как растут орхидеи даже с гнилыми корнями. Бывают еще и другие варианты. Вот горшок, часто этим грешат голландцы. И в горшке вы видите что-то подобие вот такой белой плесени. И тут начинается опять паника. А сейчас все корни сгниют, потому что там какая-то находится плесень. Сейчас все заплесневеет. И грунт, ой, сколько мне пишут, там такой грунт, там какая-то... Какие-то вот это кокосовые чипсы, кокосовое волокно, он такой спрессованный. Вот смотрите, здесь спрессованный совершенно грунт, очень-очень влагоемкий, очень мелкий. Что-то там растет, какие-то то ли грибы, то ли плесень. Но когда прорастают вот такие грибы, я, конечно, убираю, потому что грибница может угнетать корни. Ну вот в этом случае, когда горшок просыхает, а сейчас он, видите, сверху немножко просушенный, а внизу корни влажные, политые. Когда просыхает, эта плесень, она уходит. Когда начинаю поливать, эта плесень опять появляется. Но в это же время орхидеи совершенно не мешает это все растить корни. Вот с другой стороны. Ну, воздушные корни вообще все раскукленные. Даже от сухого корня пошел вот такой новый корешок. И здесь в горшке все то же самое. Корешки хорошо растут. Пошел расти листик. Буду ждать, пока орхидейка отцветет. Тогда буду пересаживать. Еще одна орхидея мелодия. Есть в горшке гнилые корни. Вот они. Вот в горшке гнилой корень. Я буквально позавчера поливала орхидеи, поэтому они все влажные. Видно, что корни мокрые в горшке. Но они у меня просыхают примерно за 7-10 дней. Просыхают. И тогда я их только поливаю. Она уже отцвела. За время своего цветения выпустила вот такой вырос. Выпустила маленький сначала листик. Вот такой он уже вырос. Есть корни, которые... Ну, вот такой корешок можно обрезать, он явно не пригодится орхидее. Но от этого, тоже, казалось бы, такого же корня, пошел новый молодой корень. От шеи пошли корни. Я ничем не поливала, кроме воды. В горшке тоже есть новые корни. И здесь тоже вот от сухих корней,
Казалось бы, совершенно сухие воздушные корни. Вот она растит молодые корешки. От шеи везде пошли корни. А гнилые корни в горшке есть. И грунт спрессованный. И вроде все так плохо. Но орхидея чувствует себя хорошо. А когда начнется пересадка, уже очень-очень скоро, и пересадок будет очень много, тогда убираем все гнилые корни, освобождаем от этого ее грунта. Обязательно в этом грунте будут подуры. Даже не думайте, что их там нет. Они есть. Всегда во влажном грунте будут подуры. И всегда в органике гниющей будут подуры. Не обращайте на них внимания. Она не ест вашу подуру, не ест вашу орхидею. Она питается только разлагающейся органикой. Вот в этом состоянии уже можно пересаживать орхидею. Еще какой-то пример. Ну, это есть голландцы, есть польские орхидеи. И польские, и голландские орхидеи, они в принципе, европейские орхидеи ведут себя одинаково. Вот, пожалуйста, фантом, он еще цветет. Цветет. При этом, когда фантом распустил все свои бутоны, у него появился маленький-маленький листик, начал расти. У орхидеи тоже есть в горшке гнилые корни. Снизу вот такой гнилой корень. Но вот такой гнилой корень можно просто убрать и выкинуть. Он не нужен. Но при этом орхидея начинает растить молодые корешки. Здесь видны тоже, листик мешает. Здесь виден корень. И ничего и не мешает продолжать расти, наращивать корни новые молоденькие. Тиара, она заканчивает уже свое цветение, остался всего один цветочек. Эти потихоньку засыхают и отпадут. Мне показалось, что Тиара более капризная орхидея. У нее виден даже здесь торфяной стакан. Она тугодумка. Листик она растить уже начала. Но пока цвела, вот корешок раскукленный, причем большой такой. Вот отсюда внутри показался маленький корешочек. Здесь появился корешок. При этом я их не опрыскивала при покупке ни цирконом, ни эпином. Просто протирала чистой водой с зеленым мылом и поливала только по краю горшка. Больше ничего не делала. Чистой абсолютно водой. Такая, как у меня есть. У меня она из-под обратного осмоса. Если у вас вода из скважины, если у вас вода кальцинированная, хлорированная, хлорку можно отстоять. Остальное все можно прокипятить. Поливайте кипяченой водой. Это будет значительно чище, если вы будете брать сильно кальцинированную воду из-под крана или из скважины. Тогда будут корни превращаться вот в такие коричнево-серые. Но это при покупке были такие корни. Их явно поливают такой же обыкновенной водой. И перестает работать тогда веламен. Вот веламен, он становится сухим и таким засоленным, кальцинированным. Эти корни со временем просто отомрут. Это более капризная орхидея. И еще две орхидеи. Я больше всего волновалась вот за эту орхидею. Это биглип, это не аба, это другой какой-то биглипчик. Название я ему не подобрала, а на горшочке, по-моему, написано, что это тест. Сейчас посмотрим. Да, тест такой-то. Это орхидея GMP. Грунт у нее не то, что даже влажный, он и сверху хочет все время, когда я его поливаю, он и сверху все время хочет покрыться каким-то такой плесневелым мхом. Из горшка
вот после полива идет запах сырости. Потом, когда просыхает, запах исчезает. У нее очень много гнилых корней. Очень много гнилых корней. Вот сейчас я вам все покручу и покажу, какие у нее гнилые везде корни. Очень много. Но при этом появились в горшке молодые корешки. В горшке. То, что вы увидите сверху, это уже начали расти корни от шеи. И хочу вам показать еще один корешок. Удивительный. Смотрите, он черный, практически сухой, вот там внутри. Потом идет небольшая зеленая часть. И от этой зеленой части он начал расти маленький, но молоденький корешок. И почему я за нее больше всего волновалась? Буквально через 2-3 дня, как я ее принесла, у нее лист начал желтеть от середины. И вообще, видите, какие здесь листики? Они не ярко-зеленые, как, например, у тиары, одного такого равномерного цвета зеленые. А здесь и фиолетовость. Но фиолетовость понятно, почему на листе присутствует, потому что у нас фиолетовые, сильно фиолетовые цветы у биглипа с крапинками, красивый, с красивой такой губой. Фиолетовость понятно. А потом идет зелень с желтизной. Когда начал желтеть листик, я его сняла. Вот даже там видно внутри остатки от этого листа. Я не стала прямо отрывать весь этот листик, потому что могла в тот момент повредить саму орхидею. Сейчас уже можно снять. И под этим листиком, вот с этой стороны, такое черное было пятнышко. Там как будто проклевывался корешок, но он весь был черненький. Вот на всякий случай только одно вот это место я намазала неразбавленным Максимом. Больше ничего не делала. Оставила ее в покое, поставила ее под свет. Она стояла все время в одном и том же положении. И за 3, наверное, месяца, да, орхидеи думают очень долго. И за 3 месяца пошли расти корни от шеи. В горшке тоже появилось, вот еще, кстати, в горшке тоже появились корни. Я дам возможность этой орхидеи от шеи вырастить чуть длиннее корни, потому что в горшке очень много гнилых корней. Нам нужны новые корни для того, чтобы она сразу после пересадки начала расти хорошо. Поэтому корешочки, такие вот корни, я всегда даю возможность отрастить 5-7 сантиметров. И тогда вот эту орхидею я вам обязательно покажу пересадку, потому что очень часто, гнилые корни, давайте разбирать, давайте вынимать, давайте отрезать. Еще раз вам говорю, ничего не делала. До сих пор цветет, корни растит. Только полив чистой водой. Больше никаких химикатов я к вот этим, ко всем и к остальным практически орхидеям я не применяю. И наша большая спорщица Абба, споров и разборов. И единственное, когда я разбираю орхидею, только по показаниям. Этот огромный одуванчик, который рос в горшке, угнетал орхидею, не давал ей ни росту корней. И чувствовалось, что орхидея испытывает какой-то дискомфорт. Поэтому я ее разобрала, показала, как я убрала одуванчик. Да, у нее были хорошие корни, но раскукленных корней не было. Я ее обработала Максимом, и вот тут начались споры. А зачем же вы хорошие корни обрабатываете Максимом? Ну, о Максиме, Привикуре, Фундазоле я расскажу вам завтра более подробно. Почему я применяю эти 3 фунгицида для лечения и для наращивания корней. И почему это не такие страшные фунгициды, как любят
все блогеры сказать, что фунгициды это страшные вещи. Поэтому я ее обработала, поставила, немножко с вами поспорила. А теперь просто показываю результат. Да, цветочки она начинает сбрасывать. Вот еще 2 осталось цветочка. Но смотрим же, что произошло в горшке. Сразу говорю, я ее ни разу не доставала из этого горшка. Вполне возможно, что даже корешки уже успели прирасти к этому пластиковому горшку. Смотрим на результат. После обработки. Вот они, молодые корни. Здесь все корешочки молодые. Сейчас еще покажу. В горшке от старых сухих корней начался рост молодых корней. Везде, везде. От шеи пошли уже корни. Вот они. Там все раскуклились корни. Да, есть вот один плохой корешочек, который... Вот еще здесь небольшой корешочек. Но там-то, там вон внутри, вот глубоко внутри, есть малышки, корни, которые растут. И как мне многие писали и говорили, что Аба это суицидница, она любит изгноить корни и вообще вся моментально пропасть. Но смотрим, лист растет, корни растут, цветы даже еще не сбросила. Вот вам ответ, для чего я обрабатывала корни Максимом. И для новичков самый лучший метод — не трогать орхидею, оставить ее в покое, дать ей нарастить и раскуклить корни, и тогда вы спокойно пересадите свою орхидею, и она будет у вас расти, цвести и вас радовать. Реанимации всегда можно избежать. А вот разбирая орхидею сразу, можно именно довести ее до реанимации, а потом, не зная, как это сделать, можно и не спасти орхидею. Вот просто не доводите свои орхидеи до реанимации. И опять же повторюсь, что завтра я вам покажу, но у меня нет орхидей реанимации без корней. У меня никогда не бывает так, что все корни у орхидеи исчезли куда-то. Я вам покажу завтра на примере своих 2 орхидей, которые мы с вами разбирали на канале, опять же, по показаниям, только по показаниям. Расскажу вам, что мы применяли, почему и какие у них уже выросли корни. Так что до завтра, увидимся на канале.